Приветик, girls! Сегодня мы будем учиться делать вот такой вот идеально гладкий пучок на все случаи жизни. Ну что ж, начнем. Для этого нам понадобится вот такая щетка-расческа и стик от Tidge. К сожалению, не сфокусировалась, но я обязательно оставлю название. Я обожаю эту прическу, особенно когда у меня не свежая голова. Она позволяет сделать мне любой образ более элегантным и минималистичным. И далее я беру вот такую вот плоскую расческу и разделяю пробор. Пробор я делю по носу, по середине носа и поднимаюсь вверх, чтобы разделить ровный пробор. В принципе, это можно сделать любой расческой, но плоской всегда мне было удобнее делать пробор. Всегда проверяем, чтобы линия пробора шла по середине носа. Обычно эта прическа занимает у меня не менее 5-7 минут, поэтому это очень практично и подчеркнет любой образ, поэтому я ее просто обожаю, особенно когда лень мыть голову. И укладываем волосы назад за уши. Этой же расческой мне удобно укладывать ее назад. Она очень прям так приглаживает волосы классно, поэтому советую купить такую плоскую расческу. Насколько я знаю, ее можно купить даже в каких-то обычных магазинах, самых дешевых. Главное просто, чтобы она была плоская. И можно увидеть, как все волосы, которые я укладываю за уши, я собираю и очень крепко держу, чтобы у меня было такое хорошее натяжение и все было так хорошо приглажено. Далее я беру вот такую специальную щетку-расческу и хорошенечко все так ей расчесываю и вытягиваю. Таким образом у меня создается идеальная гладкая текстура и идеальный такой вот гладкий пучок. Если у вас нет этой расчески или вы не знаете, где ее купить, или нет возможности купить, вы можете заменить ее обычной зубной щеткой. Просто вам придется дольше это все делать, так как зубная щетка меньше по размеру и сделает вам меньше работы. Хорошенечко все вычесываю. Не обращайте внимания на мою физиономию. Когда я серьезная, у меня всегда такое лицо, как бы очень важное. Вот. Но в целом делаем вот такие вот движения, вычесываем назад, чтобы все было так плотно, приглажено и ничего не отставало. В этом и суть, в принципе, гладкого, идеально гладкого пучка. При выполнении этой прически действует несколько правил. Она не подходит прямоугольному типу лица, круглому, людям с крупными чертами лица. И если у вас узкий лоб, тогда советую сделать пробор на бок, то есть в какую-то сторону, в которую вам привычнее всего носить прическу. Далее я беру свою резинку и начинаю это все связывать резинкой, при этом плотно все прижимаю, чтобы у меня была очень такая прилизанная, гладкая прическа. Также вместо привычной для вас резинки вы можете использовать канцелярскую, заранее надев на нее две невидимки. Одну вставив в одну сторону, обмотав канцелярской резинкой, и вторую вставить в другую сторону. Тут можно увидеть, какой гладкий эффект у меня получился. Но это еще не все. Ведь сейчас мы будем приглаживать, самый интересный момент, приглаживать нашим стиком от Tidge спереди и сзади. Я выдавливаю этот прекрасный стик. Вот этим стиком, воском я начинаю приглаживать свои волосы, так сказать, приклеивать одну к одной и параллельно расчесываю расческой, чтобы у меня было все гладко, все было ровненько. Если честно, насчет этой прически я не сильно старалась, потому что у меня было ограниченное время, но саму технику, я думаю, вы поняли. Если вам хочется именно такой гладкости, супер гладкости и супер натяжения, вы сможете это повторить так, как вам комфортно. Беру еще раз стик и приглаживаю уже все волосы стиком и параллельно приглаживаю пальцами, так сказать, чтобы уже запечатать все волосы и приклеить их друг к другу. И вот мы закончили оформлять наш верх, то есть мы закончили приглаживать наши волосы. Можно увидеть, насколько они блестят и насколько они прям такие очень гладкие, идеальные. Ну, в некоторых местах, в моем случае, как я уже сказала, что торопилась, и я не сильно старалась, но вы можете постараться. Далее мы берем и оформляем наш хвост.
Я покажу вам два варианта, как можно его оформить, но для начала мы еще раз проходим стиком Тиджи по хвосту, чтобы сгладить наш хвост, чтобы его было проще замотать, так сказать, и чтобы волосы, которые пушистые, особенно если у вас пушистые волосы, чтобы они не отставали. Еще раз проходимся расческой хорошенько, нашей расческой-щеткой, чтобы все сгладилось, все приклеилось, все было идеально ровное. И далее на этом этапе можно сделать два варианта нашего пучка. Первый — это завернуть его вот так вот в узел и хвостик просто закрепить шпильками. В принципе, сам пучок закрепить шпильками. Наконец-то я просунула его, и дальше в этот момент мы крепим наши шпильки внутрь, и хвостик, который мы заворачиваем, мы тоже фиксируем, и это будет наш первый вариант. Но так как у меня на тот момент не было шпилек и ничего, а резинкой мне не получилось это все закрепить, я буду делать обычные по старинке, по старому варианту, просто закрутить в пучок и это все зафиксировать резинкой. Вот такой балетный вариант, я называю такой вариант прически балетный, и мне он очень нравится, потому что выглядит аккуратно, элегантно, так неброско, подчеркивает любой ваш образ, при этом волосы собранные, выделяется шея, выделяется спина, особенно когда открытая спина, эта прическа подчеркнет вам спину, подчеркнет вам ваши ключицы, и выглядеть будет очень красиво. Вот такой у нас получился результат. Мне очень нравится. Дополнительно я могу еще пройтись моей плоской любимой расческой, чтобы все было приглажено супер идеально. В конце можете дополнительно зафиксировать лаком, чтобы у вас эта прическа хорошо держалась и точно не было никаких проблем. И вот так она выглядит сзади. Тут уже можно увидеть конечный результат нашей прически. Если вам понравилось это видео, оно было для вас полезным, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас что-то будет не получаться, я обязательно вам отвечу. Спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.